Добрый день, коллеги! Латвийский подслащенный ржаной хлеб сегодня в программе. Хлеб этот с вековой традицией занесен в реестр ЕС как национальный латвийский продукт. То есть хлеб этот, по сути, для латышей имеет такое же значение, как коньяк для французов. Ну а для меня было особенно интересно садаптировать эту сложнейшую технологию, которая применяется в латвийских хлебопекарнях, к домашним условиям, для того, чтобы дать возможность хлебопекам-любителям дома тоже испечь и попробовать вкус этого замечательного хлеба. Ну что ж, берем быка за рога, день первый, утро. Хочу сразу заметить, что рассказать все в коротком видео я не смогу, поэтому снизу ссылочка на мою статью в блоге, где вы сможете прочесть больше информации о выпечке этого хлеба. Первый день начинается с постановки термофильной банки. Для этого нам потребуется молотый ржаной солод, неферментированный. Заполняем им банку где-то примерно на 1/3 объема, после чего добавляем воды температурой около 70 градусов Цельсия. Банка должна быть у нас с плотной крышкой, желательно, чтобы она хорошо и плотно закрывалась. Воды доливаем столько, чтобы банка была под завязку наполнена смесью солода и воды. В процессе заливания воды перемешиваем солод. Ну вот для чего делается вся эта процедура. Наша задача при помощи постановки термофильной банки извлечь из солода термофильные молочно-кислые бактерии дельбрюки, которые необходимы для выпечки этого хлеба. Контролируем температуру, она должна не превышать 50 градусов Цельсия. Если температура становится выше в процессе замеса, то добавьте немного холодной воды. И именно при такой температуре 50 градусов Цельсия, максимально 52-53 градуса Цельсия, будет у нас термофильная банка бродить или кваситься в течение 48 часов. Накрываем смесь сверху пленкой пищевой, для того, чтобы создать для смеси полностью анаэробные условия, то есть полностью перекрыть приток кислорода. Он для разведения термофильных бактерий дельбрюки совершенно не нужен, а вот для гнилостной микрофлоры и для плесени он необходим, поэтому наша задача полностью перекрыть доступ кислорода. Итак, если мы подержим такую банку при температуре от 50 до 52 градусов Цельсия в течение 48 часов, то с очень большой вероятностью на выходе мы получим коллекцию молочно-кислых бактерий дельбрюки. Итак, оставляем все на 48 часов. Ну что ж. Утро третьего дня, через 48 часов, вот передо мной коллекция дельбрюки, выведенная на солодовом заторе. Ну вот подсунули мне в ржаной солод каких-то черных палок, ничего страшного. В течение 48 часов при такой температуре без притока кислорода солодовый затор с большой вероятностью закисает. Вероятность закисания составляет примерно 90%. А в оставшихся 10% солодовый затор начинает просто гнить и имеет неприятный запах. Мой опыт показывает, что на данный момент это самый надежный способ получения МКБ дельбрюки. Ну что ж, если у вас все получилось на третий день, то отставляем термофильную банку в сторону пока и готовим заварку. 300 грамм ржаной цельнозерновой муки, 8 грамм тмина, заливаем 600 миллилитрами крутого кипятка и хорошо перемешиваем. Залив воды производим в несколько приемов для того, чтобы клейстерилизовать муку наилучшим образом.
Ну и пока мы не зашли слишком далеко, хочу сразу предупредить, это видео не для начинающих. Если вы еще ни разу в жизни не пекли заварной хлеб, если вы думаете, что чиабатта это самый сложный хлеб, то даже не пытайтесь повторить то, что я сейчас показываю, у вас с большой вероятностью вообще ничего не получится. Видео это рассчитано в первую очередь на продвинутых хлебопеков, которые перепекли уже не один ржаной хлеб, и для которых выпечка бородинского хлеба является делом само собой разумеющимся. Ну, я вас ни в коем случае не отговариваю, а просто предупреждаю. Ну, в любом случае, посмотрите видео и поймете сами, хотите ли вы печь такой хлеб. Добавляем 20 грамм ржаного неферментированного солода и еще раз перемешиваем заварку до однородной консистенции. Рецептуру я показываю на 1 килограмм муки, 30% муки заваривается, еще 2% солода сверху к весу муки на выпечку берется на заварку. Воды берется в 2 раза больше, чем муки. Заварка осахаривается, как всегда, при температуре 63-65 градусов Цельсия в течение 3 часов. Через 3 часа заварку перемешиваем, она стала сладковатого вкуса, что неудивительно, и оставляем ее остывать до температуры 55 градусов Цельсия. Когда заварка остынет до 55 градусов Цельсия, добавляем к ней 60 миллилитров термофильного стартера. Перемешиваем еще раз его, он к этому моменту остыл до комнатной температуры. И таким образом мы будем заквашивать нашу заварку при помощи молочно-кислых бактерий Дель Брюгге. Ну, для тех, кто уже испытывает шок от сложности технологии, могу сказать, что вместо термофильного стартера спонтанного можно использовать болгарский йогурт, в состав которого входят молочно-кислые бактерии Дель Брюгге подвида болгарские. Хорошо перемешиваем термофильный стартер и заварку. И вот вы меня спросите, есть ли вообще какая-нибудь разница использовать спонтанный термофильный стартер или пользоваться болгарским йогуртом. Разница, коллеги, есть, несмотря на то, что болгарский йогурт тоже хорошо работает, но со спонтанной микрофлорой, полученной из ржаного солода, можно добиться гораздо лучшего результата, нежели чем с болгарской палочкой из йогурта. Хотя йогурт, вне всякого сомнения, дает всегда стабильный результат, и у вас не будет осечек. Но помните о том, что не всякий йогурт делается при помощи болгарской палочки. В основном в целях экономии и убыстрения процессов современный йогурт делается при помощи ацидофильных бактерий, поэтому будьте внимательны. Обязательно и очень тщательно накрываем заварку сверху пищевой пленкой, чтобы перекрыть доступ к кислороду, и оставляем для закисания на 18 часов при температуре от 50 до 52 градусов Цельсия. Остатки термофильного стартера закрываем и убираем в холодильник. Вдруг вам хлеб понравится и вы захотите испечь еще раз. Сразу после того, как поставили заквашиваться заварку термофильными бактериями, имеет смысл приготовить спелое тесто 100 грамм, которое нам тоже потребуется для приготовления этого замечательного хлеба. О технологии приготовления спелого теста и о его использовании в выпечке я рассказывал уже не раз. Смотрите мои видео, читайте мой блог. Ну а коротко, спелое тесто применяется часто в хлебопечении вместо закваски. Куску теста, который остался после замеса, дается время отлежаться в течение 12 часов, оно набирает кислотность, и его пускают на приготовление новой порции теста вместо закваски. Это при непрерывном способе производства. При прерывном же производстве в домашних условиях мы спелое тесто имитируем при помощи
закваски стартера, муки воды и добавляя соль в количестве 2% к весу муки в закваске. Спелое тесто бродит от 18 до 24 часов при температуре 28 градусов Цельсия. Ну что ж, через 18 часов, это у нас уже 4-й день, утро, заварка закисает при помощи термофильных бактерий Дель-Брюки. Вот обратите внимание, в тех местах, где пленка не плотно прилегала к поверхности, может начать образовываться плесень, поэтому будьте внимательны. Это ничего страшного, плесень можно удалить. Ну а впрочем, заварка становится кисло-сладкой на вкус и имеет приятный аромат. Чем же она пахнет? Ведь столько написано о ней в интернете. Ну вот скажу вам, что в основном она будет пахнуть яблочным пюре с тмином различной интенсивности. Часто она пахнет смесью яблочного пюре и йогурта. Но вот у меня сейчас в моем случае она пахнет смесью йогурта и маракуйи. В принципе, после того, как перемешали, заквашенная заварка уже остывает до температуры 45 градусов Цельсия. И в этот момент можно добавить около 40 грамм спелого теста к заквашенной заварке. А оставшиеся 60 грамм спелого теста нам потребуются чуть позже. Спелое тесто перемешиваем с заквашенной заваркой и оставляем для брожения на 5 часов примерно при неспадающей температуре от 40 до 35 градусов Цельсия. Таким образом, заварка у нас будет заквашиваться в общем в течение примерно 24 часов. Оригинально заварка для такого хлеба готовится в деревянных бочках. В этих же бочках она заквашивается. Бочки не моются, и остатки микрофлоры на стенках бочки приводят к тому, что новая партия заварки в процессе остывания автоматически заквашивается заново в течение 24 часов, без необходимости добавлять какие-либо квасящие компоненты. Ну вот, как вы видите, за 5 часов заквашенная заварка начинает бродить, в ней начинается дрожжевое брожение. И, в общем, таким образом за 23-24 часа мы полностью сымитировали процесс, который происходит в деревянной бочке. То есть от термофильного брожения до мезофильного брожения и до дрожжевого брожения. Добавляем к заквашенной, сброженной заварке остатки спелого теста 60 грамм и хорошо перемешиваем для того, чтобы простимулировать дрожжевое брожение. Сброженная заварка к этому моменту времени у меня замечательно пахнет йогуртом и маракуйей. Ну, тут все зависит от штамма термофильных бактерий, которые вы сможете поймать. Температура брожения 32 градуса Цельсия, время брожения минимум 3 часа, ну а максимум до хорошего кипения. Понадобится вам 3 часа, 4 или 5, предсказать невозможно. Ориентируемся на аромат, на пузырение и на вкус. К этому моменту сброженная заквашенная заварка у меня стала уже более кислая, чем сладкая, и замечательно пузырится. Поэтому пришло время поставить на ней тесто. Но скажу, что у меня ушло 3 часа. Добавляем соль и сахар. Соли берется от 15 до 20 грамм, сахара берется 40 грамм. И хорошо перемешиваем без залива воды. Ну вот с этого момента времени ничего необычного происходить уже не будет. Начинается рутина, замес теста, выпечка. То, что я уже неоднократно показывал у себя на канале. Добавляем цельнозерновую ржаную муку в количестве 600 грамм и 100 грамм пшеничной муки. Любой я взял пшеничной муки второго сорта. Допускается добавление 10% от веса муки на выпечку пшеничной муки.
Если хотите испечь полностью цельнозерновой хлеб ржаной, то это тоже не возбраняется. Тогда берем 700 грамм ржаной цельнозерновой муки. Замешиваем тесто средней консистенции. Полную рецептуру в текстовом виде я привел у себя в блоге, ссылочка снизу под видео, так что заходите и смотрите. Могу отметить, что тесто вот сейчас в процессе замеса, оно просто восхитительно пахнет. Аромат от сброженной заварки передался к тесту. Выпечка ржаного заварного хлеба на термофильных заквасках, она выведет вас на новую орбиту, это уж точно совершенно. То есть по своим вкусовым и особенно ароматическим показателям такой заварной хлеб, он превосходит своего мезофильного собрата, который приготовлен на обычной закваске. Тут просто нет никаких сомнений. Температура брожения 30 градусов Цельсия, время брожения от 1,5 часов до 1 часа 45 минут. Если следовать оригинальной рецептуре, то тесту дается расстойка в деревянной катке в течение примерно 3 часов, после чего расстоявшееся тесто формируется мокрыми руками и сразу отправляется в печь на выпечку. Можете попробовать, но эта техника, она сложна, она требует высочайшего понимания готовности теста, его влажности, поэтому я иду проверенным путем. Вместо 3 часов и одной расстойки я сделал предварительную расстойку в течение 1 часа 45 минут. Теперь формовка, после чего хлеб у меня будет растаиваться еще в течение 75 минут. И того вместе мы получим те же самые 3 часа. Но, по крайней мере, при такой технике дома вы получите стопроцентно красивый результат. Оригинальная же техника приготовления, формовка влажными руками и немедленная выпечка требует сноровки и владения этой техникой. И с большой вероятностью хлеб вы, конечно, испечете, но с той же большой вероятностью он у вас получится с подрывами и некрасивый. Вот тут я отложил в сторону 30 грамм теста, добавляем к нему 25 мл воды, хорошо перемешиваем. Эта смесь нам потребуется чуть позже. Хочу отметить, что тесто, приготовленное таким образом, оно, на мой взгляд, разрыхляется хуже, чем тесто, приготовленное без использования термофильных заквасок. Поэтому либо готовьте его чуть более влажным, либо давайте чуть более длинную окончательную расстойку. Приминаем тесто внутри формы для расстойки. Тесто я кладу в обычное полотенце и оставляем на расстойку вместе с жидким тестом, которое мы замешали, на 75 минут при температуре более 30 градусов Цельсия. Для этого подливаем кипяточка и накрываем сверху колпаком. Опрокидываем тесто на доску, присыпанную ржаными отрубями. Духовка к этому моменту должна быть прогрета до температуры 300 градусов Цельсия. Ну вот тут я чуть-чуть промазал. Сейчас мы исправим эту ситуацию. И после того, как положили хлеб на доску, тут же смазываем его сверху жидким тестом. Жидкое тесто создаст при выпечке жесткую корочку у хлеба и предотвратит его подрыв. И таким образом мы получим очень красивую верхнюю поверхность. Итак, смачиваем пальцы рук в воде и делаем вот такие вот узоры на хлебе, что является его отличительной чертой. Что делать, если ваша духовка не держит температуру в 300 градусов Цельсия? Значит, прогревайте до максимально возможной. Еще дополнительно я накалю хлеб сверху, чтобы он не порвался. После чего выпекаем в течение примерно 6 минут при температуре 300 градусов Цельсия. Затем открываем духовку, выпускаем жар и допекаем примерно 40 минут при температуре
200 градусов Цельсия. Если будете производить обжарку при температуре 250-260 градусов Цельсия, то на обжарку нужно дать примерно 10 минут. После выпечки сразу смазываем крахмальным кисельком. Крахмальный киселек готовим из крахмала и воды, доведя их до кипения. Полностью ароматические показатели этого хлеба раскрываются после полного остывания. Дайте ему минимум 12 часов. И поверьте мне, что если вы сможете приготовить этот хлеб, если у вас все получится, то он просто перевернет все ваши представления о том, как может пахнуть и какой может быть вкус у заварного ржаного хлеба. Всем, кто решится испечь этот хлеб, я желаю удачи и прощаюсь до следующего раза.